Жизнь на Земле задумывалась как эксперимент. Люди в нем не подопытные, а экспериментаторы. Испытывают они не самих себя, а те энергии, носителями которых являются. Вы можете быть носителями каких угодно энергий. И если хотите, испытываете деструктивные энергии. Здесь они проявляются как обида, гнев, ненависть, осуждение, вина, страх, самоуничижение и подобное. По результатам эксперимента вы можете делать выводы, какие из них способствуют выигрышу в игре, а какие нет. Очевидно, что многие еще не до конца убедились в том, использование каких энергий ведет к выигрышу, потому что продолжают играть с деструктивными энергиями. Они проигрывают, не справляются с игровыми заданиями, попадают в водоворот бед и раньше времени уходят из жизни. Те же, кто осознал себя играющим ангелом, убедились, что к выигрышу, успеху, благополучию, здоровью, долгой полной радости жизни ведут лишь энергии любви и света Бога. Вы игроки на сцене жизни. Сегодня вы можете играть роль короля, а завтра нищего. Любую роль вы можете исполнить блестяще, если помните, что вы тот, кто играет, что вы дух, который путешествует по земле из одной телесной оболочки и роли в другую. Если помните, то сохраняете и свое достоинство, ваша самооценка не страдает. Главное то, как вы играете, а не то, какие роли исполняете. Вы не будете драматизировать и переживать, если помните, что каждая жизненная ситуация дается вам как очередная задача в игре. Вы испытаете вместо этого игровой азарт. Какие ситуации, серьезные или не очень, у вас вызывают затруднения или требуют от вас каких-то действий сейчас? Какая реакция на подобные ситуации является для вас привычной? У вас появляется энтузиазм и воодушевление, когда вы, потирая руки, с радостью беретесь за дело, будучи уверенными в успехе. Для многих людей, увы, более характерны беспокойство, тревога, уныние, раздражение, сомнение в себе и своих способностях, досада на то, что в жизни возникла какая-то помеха. Это все из-за незнания своей истинной сути и недостаточно развитого чувства собственного достоинства. Вы способны любую помеху на своем пути принять как шанс проявить свои силы и возможности и убедиться в своей способности одержать победу, когда вы чувствуете себя достойными этого. Вы можете прямо сейчас поменять привычные для себя реакции на позитивные. Войдите в свой внутренний центр. Произнесите несколько раз: «Я есть», «Я центр», «Я бесценен для Бога», «Я играющий ангел». Вспомните о своих затруднениях и твердо скажите: «Это вызов для меня, и я принимаю его. Я смело иду ему навстречу. Мне по силам решить этот вопрос, и я знаю, что нужно делать». Если хотите, повторите это несколько раз. Сразу же, не анализируя, сделайте то, что почувствовали необходимым сделать. Чем больше вы откладываете решение назревших вопросов, чем больше пытаетесь спрятаться от них или погружаетесь в негативные мысли,
тем менее уверенными в себе вы становитесь. Тогда как каждое действие, не обязательно непосредственно направленное на решение проблемы, прибавляет вам уверенности в себе и чувство собственного достоинства. Разрешив проблему, обязательно скажите себе: «Я это смог, я это сделал, я сильный, уверенный в себе человек, легко справляющийся с вызовами жизни». Постепенно вы выработаете у себя новую программу позитивных, действенных, эффективных реакций в любой ситуации, взамен прежней программы уныния, досады и тому подобному. Если любую, даже самую мелкую проблему будете принимать как вызов и безотлагательно решать ее, это кардинально изменит качество вашей жизни. Почему-то вы очень любите драмы. Сопереживая героям книг и фильмов, вы ставите себя на их место. А когда что-то такое же происходит с вами в реальной жизни, вы погружаетесь в драму с головой. Вам кажется, что в этом и есть настоящая жизнь. Но это иллюзия. Ваши драмы не делают вас более живыми и настоящими. Поистине такими вы становитесь, когда вспоминаете свою божественность и живете в земном мире, как светящиеся духовные сущности. Тогда вы легки и радостны, и чувствуете, будто летите по жизни. И вот тогда жизнь для вас приключение. Вы полностью отдаетесь ему, но испытываете только приятные чувства. Остро чувствуете себя живыми и настоящими. Вам не нужно уходить от житейских драм. Если вам так хочется, вы можете в них участвовать. Но помните, что это игра, и выиграть можно только если помнить, что это игра, и что вы играющие ангелы, существа света. Да, вы пришли на эту планету играть, а потому любите любые игры, в том числе и драматические. Но пришла пора отказаться от старых игр и старых энергий. Вы сами изменили энергии Земли. Вы живете уже в божественных энергиях нового века, и ваши драмы тяготят вас, тянут назад. Вы это чувствуете? Этот накал страстей изнуряет вас, ничего не давая взамен. Но только от вас зависит, остаться ли в центре драмы или выбросить ее из своей жизни. Нужно лишь ваше желание. Ваше внутреннее состояние зависит только от вас самих.